Здравствуйте! Сегодня на обзоре iPhone XS, несомненный премиум 2018 года. Но телефон, на удивление, не пользовался сильной популярностью, возможно из-за прошлогодней модели X, а возможно из-за того, что был более доступный вариант XR. И в отличие от XS, iPhone XR стал легендарным телефоном на уровне iPhone 5 и iPhone 7. iPhone XS уже 6 лет, и как же он ощущается в 2024 году? Можно ли им пользоваться и комфортно ли это? Перед началом видео подпишись на канал и поставь лайк. Также не забывай про мой телеграм-канал, в котором проходит конкурс на ТГ премиум. Заходи по ссылке в описании или сканируй QR-код. Начать стоит с самого важного — материалы корпуса. И это, наверное, коронная фишка этого телефона. Задняя крышка сделана из стекла, которая очень сильно скользит по различным поверхностям, но в руке лежит просто идеально. А корпус сделан из хирургической стали, и это добавляет плюс 10 миллионов баллов к приятности использования телефона. Именно из-за нее телефон в руках ощущается дорого, богато и гораздо лучше, чем XR с его алюминиевым корпусом. Единственное, что в XS неудобно, это расположение качельки громкости. Я как Samsung юзер привык ее видеть на другой стороне корпуса, но это уже индивидуальная ситуация. Экран приятный, OLED 60 Гц с очень сочными цветами и приятной насыщенной картинкой. Но, конечно, для 2024 по сравнению даже с флагманами 2020 года экран сильно устарел. А также у iPhone XS большая проблема с шимом, и если у вас чувствительные глаза, то голова может действительно заболеть. Размер экрана 5,8 дюйма, что позволяет пользоваться телефоном одной рукой, и это очень удобно. Очень приятно видеть этот телефон в наше-то время айфонов Pro Max, которые практически размером с твою голову. Разрешение экрана также порадовало, смотреть YouTube и в целом потреблять контент, скроллить соцсети на нем очень приятно. И знаете, бровь наверху телефона я заметил только вот если прям сфокусироваться на ней и пытаться обращать на нее внимание. Так при обычном пользовании ни рамок, ни самой брови не видно. Процессор A12 Bionic вполне неплох в наше время, но, конечно, уже староват. На последний iOS некоторые приложения уже работают не так быстро, как на прошлых версиях. А также телефон очень часто перегревается и скидывает яркость экрана ниже. iPhone XS наделен 4 гигабайтами оперативной памяти, что по меркам 2018 года и тому, что это Apple, работающая на системе iOS, просто невероятно большое количество. Памяти реально навалом. В то время как у его младшего брата iPhone XR было 3 гигабайта, у iPhone XS уже стояло 4. И учитывая, как хорошо оптимизирована iOS, это даже по сей день неплохой результат. Батарея 2658 мАh, и естественно ее не хватает на полный день. Возможно, можно было протянуть рабочий день, когда телефон был новым, но сейчас, когда телефонам по 5-6 лет, это уже не представляется возможным. iPhone XS вам хватит на 5-6 часов автономной работы, и даже это, поверьте мне, успех. И естественно, в 2024 году вам придется ходить прикованным к пауэрбанку. А еще зимой эти айфоны очень сильно страдают и разряжаются за пару минут, если их очень сильно охладить. Короче, могу сказать, что аккумулятор в iPhone XS вообще не обнадеживает, но если вы носите с собой пауэрбанк, в целом все будет нормально. Вот что действительно меня вдохновляет в айфонах, это скорость Face ID. Очень быстро, четко и практически из любых положений телефон можно разблокировать, даже не касаясь его. И вот самое интересное — камера. В свое время этот телефон показывал просто, невероятные результаты по качеству камеры. Ведь это флагман прошлых лет, и его брали исключительно как раз за камеру. По сей день фото на эту камеру выглядят просто великолепно. Несмотря на то, что ночной съемки на этом айфоне еще не придумали, так же как и широкоугольной камеры. Дневные снимки особо рассматривать не будем, потому что практически все телефоны, выпущенные после 2016 года, неплохо фоткают при свете. А вот ночные рассмотрим поподробнее. При небольшом свете фотки получаются в стиле таких VHS, постпанк, думерских фотографий. Потому что на тот момент телефоны еще не знали, что такое ночной режим, и iPhone в том числе. Но для 2018 года это неплохой результат. Конечно, по-айфоновски очень сильно желтится картинка, но это как будто бы и база уже. Фронталка тоже неплохая, конечно, иногда встречаются сильные пересветы, но вот, к примеру, камера iPhone 12, а вот камера XS, и я разницы, честно, особой не вижу. iPhone XS наделен двухкратным оптическим зумом, и фотки на него тоже просто потрясающие. Так же, как и видеосъемка. К примеру, некоторые футажи из видео на iPhone 13 я снимал на iPhone XS. Считаю, что качество вполне достойное. Стабилизация, конечно, не очень, а точнее ее можно сказать и нет.
Но в целом, если вы не криворукий, можно снять неплохие кадры. По итогу iPhone XS в 2024 году все еще актуален, но он будет оставаться актуальным совсем недолго. В 2025 Apple официально перестанут его обновлять, но даже не это погубит этот телефон. Он просто перестанет кому-то быть нужным из-за своей старости. В XS нет ни широкоугольной камеры, ни телевика, ни большого оптического зума, да даже нормального ночного режима-то толком нет. Помимо этого у них большие проблемы с аккумуляторами. Если вам нужен просто телефон на год, чисто пересидеть, то iPhone XS покажет вам свои самые лучшие стороны. Но не ожидайте от него чего-то сверхъестественного. Хотя людей, которые перешли на него с какого-нибудь бюджетного Xiaomi, даже по сей день он может удивить. Спасибо за просмотр, подписывайся на мой канал и ставь лайк, а также не забывай про мой телеграм-канал, в котором я довольно частенько провожу конкурсы на ТГ премиум, и прямо сейчас там проходит один из них. Подписывайся. До скорых встреч!